Вот это вот ноутбук Predator Helio. Ну нет, это не ноутбук, конечно, это от него части, ребят. Смотрите, я вам сразу говорю, смотрите, это вот сменные кнопки. Вы такие спросите, какие кнопки в ноутбуке сменные? Да потому что у нас сегодня на обзоре профессиональный ноутбук. Это полностью профессиональный. Ультрапрофессиональный, геймерский, да не только геймерский, это Predator Helios 18 AI. AI это про искусственный интеллект. Я вам сейчас скажу одну цифру, и вы так сразу, у вас так челюсть туда куда-то там, фух, и рухнет нафиг такая. 192 гигабайта памяти с завода. 3 SSD-шника Samsung по 2 терабайта. При этом PCI-Express 5. И вы такие, а что это за монстр-то? Я вам рассказываю. Смотри, вот давай я сейчас буду так вот открывать. А ну-ка, лисичка, показывай здесь вот. Показывай здесь вот. Сейчас я его включу, смотрите. Фух, какая красивая панель. Блин, панель, засветись, вот она, да. Какая красивая панелька. Вот это все выглядит вот таким вот образом. Марки, зараза. Увидели? Ну, красота. Вы посмотрите на размер вот этого вот тачпада. Смотрите, он больше моей ладошки. И вот если обычно все там сравнивают тачпад на Apple MacBook Pro, вот это вот вообще крутая тема. Вообще, смотрите, вот сразу вот вы спросите, а что там заменного? А я вам скажу, здесь заменяются буковки VSAD и стрелочки. Смотрите, это 2 комплекта заменных вот таких вот свечей, даже так, кнопок с ходом 0,3 мм. И вы послушайте вот этот вот звук кнопок. Сейчас вот игровых, сейчас, слушайте. То есть это профессиональный ноутбук для киберспорта. И не только. Само собой, количество памяти говорит нам о том, что в данном случае, еще и название AI, говорит о том, что здесь можно разворачивать искусственный интеллект. И да, можно. И это не только благодаря процессору, который здесь стоит, Intel Core Ultra 9, 24-ядерный, здесь он, по-моему, да, 275 HX, по-моему, или H, ну, в общем, мы сейчас посмотрим это все на обзоре, с модулем искусственного интеллекта, с процессором на 13 тераопс. Нет, это совсем не про то. Здесь стоит видеокарта на GDDR7 Samsung памяти, 16-гиговая, какая? RTX 5080. Правильно, Вова, молодец, возьми шоколадный батончик с полочки. Но вот именно такая конфа позволяет реализовать и работу с искусственным интеллектом, и работу с видеомонтажом. И вот вы спросите, а почему же тут все-таки 192 гигабайта памяти? И я вам скажу. Посмотрите, какой здесь экранчик яркий. Кстати, вот это вот исполнение, это 240 герцовый экран с яркостью до 1000 нит, само собой с HDR. И я вам сразу говорю, ребят, здесь у нас можно делать RAM-диски. То есть мы создаем RAM-диск, например, на 100 гигабайт. И загружаем туда проект в очень мощном качестве. Проект для редактирования видео 4К, там, многопоточный по 100 Mbps на поток. Если кто понимает, о чем я говорю, они поймут, что я имею в виду. И они сразу такие, опа, точно. И да, с RAM-диска вы можете 4К видео монтировать в такой конфигурации без каких-либо задержек или вопросов с прогрузками, потому что скорость чтения и запись может быть, при том, что я использовал самый медленный вариант RAM-диска, он может быть там от 7000 мегабайт в секунду, не мегабит, мегабайт, это все еще умножьте на 8, до 12-13 тысяч мегабайт в секунду. Я получал на нем максимально 12,8 гигов в секунду, гигабайт имеется в виду, не гигабит, в секунду чтения и записи. И на этом вы можете классно, скажем так, монтировать. Вы спросите, хорошо, а при чем тут киберспорт? Я вам объясню, да, кроме того железа, которое здесь, этой очень быстрой памяти, SK Hynix 5600, 4 модуля по 48 гигов, вы можете также создать RAM-диск. Я это и не придумал сам, этот лайфхак мне поделился один из интересных таких киберспортсменов, правда он играет в Hearthstone, ну да хрен-то с ним. Мы не про Hearthstone сейчас ведем речь. Тут говорится про, ну там в частности люди в PUBG играли на киберспортивном мероприятии. И что они делали? Они просто-напросто инсталлировали PUBG прямо на RAM-диск, для того, чтобы у них не было хотя бы малейших вариантов на профрезовке. Потому что у RAM-диска намного больше и интереснее скорость даже в рандомном чтении, в 4К, в 1К, то есть там намного больше. И у нас получается вот такой вот микс
возможностей. Смотрите, какая металлическая крышка. Твою мать, а. Ну ведь классная, классная. Микс возможностей с классными портами. Давайте вот посмотрим сейчас с вами. HDMI-чик есть. Да, вот такой вот разъем питания, кстати, не совсем стандартный, смотрите. Но блок питания, а ну-ка, сколько, лисичка, у нас 400 ватт. 400 ватт блок питания. Это не мудрено, потому что, ну действительно, Thunderbolt 5. Thunderbolt 5, вы посмотрите на эти Type-C-шечки. Вы посмотрите на LAN RJ45 на 2,5 гигабита. Type-A-шечка у нас есть USB 3.0 или уже скорее всего 3.2. Есть карт-ридер даже, что немаловажно для редакторов видео, потому что зачастую карты, да, имеют такой вот формат большой SD-шки. И есть у нас выход под гарнитурку. С другой стороны, это что же не все. Смотрите, с другой стороны еще две USB-шки. Везде у нас питание, под замочек Kensington. Ребят, полноценная клавиатура с мультимедийным набором, при этом с подсветкой по типу, ну она, кстати, регулируется, мы тоже это все покажем в самом обзоре, что все это регулируется. Хотя вот я вам скажу, я удивлен. Да, цена, я мог бы вас обмануть и сказать, что она невелика, но в принципе я не буду называть суммы. Я размещу ссылку в описании под видео, скажем так, чтобы вы понимали, 3 ланоса купить можно. Я так думаю, на текущий момент, при текущей ситуации на рынке автомобилей, ну, 2,5 ланоса хороших, поляка, как у нас любят перекупы говорить в городе. Ну, в общем-то, ноут действительно получился шедевральный. Много разных возможностей. Мы сейчас пойдем с вами посмотрим, начнем обозревать, посмотрим, сколько, ну, вернее, что пишет сам производитель, особо тоже информации немного, посмотрим базовую конфигурацию, при том, что здесь еще и Wi-Fi 7 есть, да, там с поддержкой фирменные, да, там эти киллер сетевые карты, и LAN у нас сетевой киллер, и киллер Wi-Fi-чик до 320 МГц в 6 гигагерцовой сети, да, это вот очень все круто. И спокойно он там ходит 2 гигабита по Wi-Fi. Мама, не горюй. В общем-то, сейчас мы с вами переходим и начинаем его тестировать и смотреть его, конечно же, возможности. А потом делаем выводы. Конечно же, посмотрим на его характеристики. Ай-яй-яй-яй, вообще сколько тут всего интересного. Очень много написали. Intel Core Ultra 9, GeForce для AI. Core Ultra 9 275 HX, это мы уже с вами поняли. 24 ядра до 5,4 ГГц, которые мы достигали, в принципе, спокойно. Теперь, вот экран, кстати, вот самое прикольное. DCI-P3 100% подходит вообще для, допустим, того же самого монтажа. HDR с пиковой яркостью 1000 нит, мини-LED. Экран, ну, на разных, может быть, разного разрешения, слушайте, с каким-то невероятным охлаждением, ну, у нас заменные клавиши WASD, WASD, то есть это конкретно для геймеров, тактильные механические нажатия, ход кнопки 0,3 мм, специально для геймеров. Ну, само собой, Predator Sense Zone, Acer ProCam, Acer Purified View, Acer Purified Voice. Теперь по камере, смотрите. Дело в том, что так как здесь искусственный интеллект, то само собой у нас тут камеры 100% с какими-то приколами. У нас, смотрите, знакомство с Acer Quick Panel, то есть у нас есть панель быстрого доступа для камер, для всего остального. Вы можете здесь сделать уточнение портрета, то есть это мягкое освещение делать. Да ладно, слушайте, а что, могу смягчать освещение? Смотрите, реально он убирает освещение чуть, потом супер резкость добавлять. Вау. Либо убирать. Теперь, это эффекты Studio, да? Purified View. У нас есть Purified Voice, это когда вы можете изолировать голос, делать конференц-связь, потом записывать под усилением стереозвук, запись подкаста, и это все на стандартных микрофонах можно сделать. Ай-яй-яй, прикол. А еще с учетом того, что здесь проц с AI, мы можем включить зрительный контакт, да, там, ну, вы сейчас видите так, да, там, можем фоновые эффекты, можем портретное размытие, стандартное размытие сделать. Портретное — это когда с глубиной резкости, стандартное — это все вокруг меня, да, там можем выключить. И автоматическое кадрирование.
Он раз такой на меня, раз кадр навел, и куда бы я там ни пошел, что бы я ни делал, он будет держать конкретный кадр, видите, он будет двигать, как типа кадрировать мой кадр. То есть, если вы там, допустим, перемещаетесь в кадре, то это будет все делаться. Слушайте, ну это классно для фишек искусственного интеллекта, для геймеров, для стримеров, тех, кто стримит, можно использовать вообще суперовая тема. Двухрежимный дисплей, но это максимальное, что может быть, 120 Гц на 4К на 240 Гц Full HD. Thunderbolt 5 до 128 гигабит, Thunderbolt 5 до 80, слушайте, что это вообще до прикола. Wi-Fi 7, ну Wi-Fi 7 мы это понимаем, что там есть. А нафига они его так напичкали, это просто жесть. Понятное дело, вот эти вот все цветовые компоненты, все это украшаловка, все классно. По ценам я вам скажу так, ссылки закинул в описании под видео, хочу посмотреть более точные характеристики. А ну-ка, 2,7 ГГц, Tetra-Cosa Core 24 ядра, хорошо, AI Boost на 13 тераопсов, 16 гигабайт видюшка у нас 5080, конкретно у этого экземпляра. И конкретно вот этот вот экземпляр монитора 250 Гц 16 на 10, 18 дюймов, 192 гигабайта с картридером. И твердотелый у нас PCI-Express NVMe 5.0, 5 терабайт. Ха-ха-ха. Короче, все очень круто, батарея 99 ватт-часов и максимальная мощность блока питания 400 ватт. Слушайте, ну все очень-очень круто. Давайте перейдем, потестируем. Слушайте, ну именно с PUBG я начал, потому что в PUBG играю постоянно и могу сказать, что вот мне очень сильно понравилось в том плане, что ну что не пойдет-то на RTX 5080. Конечно же все пойдет. Играю на ультра высоких настройках, то есть самые максимальные, которые я мог задать, и в принципе даже растительность, уж как для меня, как человек, который постоянно играет в PUBG, я использовал на высоких настройках. 160 FPS в среднем, могу сказать так, минимально у меня падало до 130, и могу сказать еще одно, мне пришлось, конечно, чуть привести с 2,5К до 2К, потому что, чтобы вы не видели сейчас черные полосы по сторонам, да, по бокам, которые я в принципе старался избежать. Но это все то же самое 2К изображение. Сам по себе монитор отличный на ноутбуке. Да, этот G-Sync, он, конечно же, просто отлично отрабатывает. Слушайте, классная вещь. Классная вещь, яркая, с хорошими углами обзора. По поводу PUBG могу сказать, что я прям кайфанул. Действительно большое количество памяти, как мы видим, у меня сейчас, но он не пишет у меня здесь общий объем, он пишет загруженности. И вот смотрите, учтите, на вот таком вот количестве памяти по факту загруженность до 30 гигов. А теперь подумайте, сколько сейчас нужно для нормального игрового ноута, а с учетом того, что это киберспортивный ноут, да, там профессиональный киберспортивный, то мы должны с вами понимать чего-то, вот, что он очень хорошо для этого подходит. Да, на открытой местности падало вот до 120, до 130 да, FPS, и все, ниже вообще ничего не падало. Идеально отрабатывает, но не PUBG единым, скажем так, жив наш компьютер. И к играм мы еще вернемся. Меня больше интересует установленные компоненты. И мы видим, что здесь Intel Core Ultra 9 275HX. Это тот же, это Arrow Lake, само собой, кэш третьего уровня 36 мегабайт. И у нас получается конфигурация ядер, 24 ядра, ну 24 потока они считают, хотя здесь и ядер 24, это 8P16E, то есть мощные стандартные ядра. И в принципе, да, действительно, конфа отличная. Мы еще посмотрим, каких частот он достигал. Конечно же, комп построен на базе PCI-Express 5, и у нас по памяти, как мы видим, DDR5 192 гигабайта. Можем посмотреть даже на слоты, да, то есть у нас в каждом слоте стоит DDR5 SK Unix 5600, смотрите, по 48 гигабайт. Первая, вторая, третья, сейчас многие скажут, да ну, так не бывает, у меня в чате там писали, существует только 32 и 64. Нет, есть еще память 24, 48, это все то же самое, отсюда в принципе и рождается, и при этом она работает в многоканальном режиме. Можем даже побенчить этот процессор, в принципе ничего тут уникального нет, стандартный Intel Core Ultra 9 275HX, есть решение чуть-чуть мощнее, но это вот, конечно же,
такое количество памяти подразумевает, ну, само по себе название компа, да, там подразумевает AI для искусственного интеллекта. Во-вторых, не только для искусственного интеллекта. Да, сейчас я вам покажу сравнение с другими процессами. Давайте выберем какой-то референс-проц, ну 285K, он мощнее, но это же у нас не мобильная платформа, но при этом он мощнее не так много, не настолько много. У него в одноядерном тесте он практически там на 100 баллов всего лишь, и у него конфигурация чуть другая, 24 ядра, 24 потока. Давайте посмотрим Core i9 14900K. Стационарный. Насколько разница? Ну, извините меня, это уже даже в пределах погрешности можно брать. Давайте AMD Ryzen 9 7950X, 16 ядер, 32 потока. Практически идентичные. То есть это очень мощный процессор. И мы это прекрасно понимаем. Ну, само собой, с другими уже сравнивать нет смысла. Туда уже они начинают проигрывать практически все процессоры. Да, там, ну, о чем мы можем говорить? Стационарный Core Ultra 7 вообще 155H вообще просто-напросто сливается. Тут даже говорить нечем. Да, это неплохо. Теперь по GPU-шке RTX 5080, 5-нанометровый, само собой, и с памятью у нас 16 гигов на GDDR7 Samsung, 256 бит шина. Очень даже неплохо, очень даже неплохо. Хотя это, знаете, как я когда смотрел сравнение этих видеокарт, то он не намного даже обгоняет стационарную 5070. Ну, я, честно говоря, он примерно даже, давайте так, вот будем честными, он примерно как стационарная 5070. Например, в Steel Nomad, да, там тест этот, который в 3D Mark, мы набираем отличные баллы. И это вот приблизительно выше среднего. То есть есть средний балл в 5188, здесь 5196. Это тест на DirectX 12, и я его очень люблю использовать. Вот видите, у нас даже вот я делал на оригинальном разрешении 2560 на 1600, потому что я могу посмотреть детали мониторинга, да, то есть по FPS и по температурам, которых он достигал. Достигал он там 87 градусов в пиковом значении. В основном держался процессор очень даже неплохо. При том, что это при 100% загрузке GPU у нас и GPU, и CPU как-то держались нормально. Потому что в играх на самом-то деле на текущий момент больше рулит видеокарта, чем тот же самый процессор. Все это мы прекрасно понимаем. Теперь частот. Каких достигали частот? 5187 фактических в тестах. Это у нас достигал процессор. 2152 у нас достигала видеокарта. Частота памяти у нас достигала 1775. Все работает, все отлично и действительно неплохо. Слушайте, прям вообще радуют такие результаты. Ну давайте загрузим другой тест. Я же делал не только его, я делал еще Speedway, тоже неплохой тест, и он показал тоже неплохие результаты, приблизительно с такими же моментами, но здесь он был чуть выше, чем средний результат. Ну вот как-то так. При том, что уже в этом Speedway у нас температура достигала 86 градусов в пиковом значении. Я должен вам об этом говорить, но для мобильных процессоров мы все прекрасно понимаем, что это нормально. Ну и, конечно же, Time Spy, да, 3D, который для DirectX 12. Здесь мы тоже немножко выше среднего. Набрали 10881 балл. Это тоже очень классные, впечатляющие цифры для ноутбука. Да, там и тот же самый Battlefield на 2К 200 плюс FPS, как они расчетно на Apex 140 плюс. На GTA 5 можно посмотреть, а ну давайте калькуляцию. То есть 3D Mark нас тоже порадовал. И было бы глупо в данном обзоре оценивать, как он будет работать с таблицами, видеоконференц-связью и тому подобное. Но мы вот специально сделали PSMark для того, чтобы показать тут один прикольный момент. Смотрите, Essential — это обыкновенная работа. Кстати, это действительно один из самых высоких баллов, которые для топ-ноутов они присущи. Но тут хочу обратить внимание на один классный момент, один классный результат. То есть если брать обыкновенные показатели, он действительно классно и для видеоконференц-связи показывает какие-то, и для веб-браузинга. Любое видео он декодирует, любое видео проигрывает. Допустим, с теми же самыми показателями работы с базами данных и документов, это просто нереальные цифры. Но Digital Content Creation — это одно из направлений этого ноутбука, это просто 14566, и здесь это вообще обалденный балл. То есть работа с фото — это идеально. Работа с рендерингом и визуализацией
идеально, при этом он рейтрейсинг рендерит и визуализирует с очень даже неплохими показателями. На лету 41 FPS, все что больше там 30, это вообще просто шикарно. То есть это классный комп для работы с видео и графикой. То есть это такой, знаете, для креаторов, не только для креаторов, для игровиков. Вот, кстати, здесь у нас догоняло ЦПУ до 5368 МГц. Ну, давайте откроем детали. То есть есть пиковое значение 5386 даже. Вот он пик. В принципе, все подтверждаю, все то же самое, что мы видели в другом тесте. Ну и температура CPU, пиковое значение 88 градусов. Это то, что я вижу по тестам. Можно спокойно закрывать. Ну и, конечно же, мы провели тесты Киберпанка, и на 2К разрешении мы просто-напросто включили DLSS, чуть-чуть его подкорректировали, потому что нам хотелось получить какой-то, ну, понятное дело, что он даже DLSS Ultra прогоняет, но настройки здесь сейчас высокие с Ultra, и когда включаешь, например, там, допустим, DLSS Super Resolution с трансформацией модели по DLSS пресету, на высоких настройках, то есть это DLSS средний по факту, то мы получим с вами классный результат. И в самом тесте, когда мы уже проводим, когда мы в самом тесте смотрим на результаты, то мы видим, что в среднем он у нас набирает там 50 FPS, 53, это средний показатель, кстати, максимально 61 здесь будет FPS, минимальный 46, это по сути рейтрейсинг, только лишь рефлексию мы отключили, все, в остальном всем он показывает вот такие вот показатели. Если поставить, допустим, рейтрейсинг ультра, он будет показывать 40 FPS средний, 45 FPS среднее на ультравысоких настройках на 2К. Вот вы учтите, что это не Full HD гейминг, это 2К гейминг на мобильном решении. То есть вы должны это тоже понимать. Но ошеломительная картинка. Когда ты смотришь картинку, вот действительно на этом экране мне очень сильно нравится. Ну и табличка с результатами, но действительно показывает то, что я вам говорил. То есть вы видите результаты, вы видите конфигурацию. Ну здесь он пишет 196 гигабайт, почему-то пересчитал он по своим моментам, хотя здесь 192. Тот же самый Stalker 2 на Extreme пресетах давал нам 90 стабильных, средний FPS, 90 до 100 FPS. Это на пресете Extreme. На пресете Extreme, само собой, с графикой самой максимальной, которую мы могли придумать, тестируем на маковом поле обычно, потому что там очень-очень много мелких деталей, и сколько мы не гоняли на ней, действительно, у нас не было никаких просадок. Вот смотрите, у нас есть настроечки, можем посмотреть именно на графику сейчас. Смотрите, у нас эпично, все на эпично высоких, и это опять же 2К, это не Full HD гейминг. То есть, понятное дело, что 50, 90, здесь можно в 4К поиграть. Да, будет чуть ниже FPS, но можно подрубить сюда 4К монитор, даже заморочиться, поиграть 4К. Но мы же рассматриваем это как готовый продукт для реализации на 18-дюймовом этом экране шикарном и действительно очень классно, отлично показывает. То есть 90 до 100 в пике мы какие-то здесь FPS получали. Поэтому Stalker 2, там какой-то Hogwarts Legacy даже не буду тестировать, нет смысла абсолютно никакого. Нет смысла тестировать Doom новый, да, там, потому что он по факту намного слабее, чем тот же самый Stalker 2. Да, он намного слабее, чем Киберпанк по графической своей составляющей. На нем играл даже, ну, откровенно даже на это тратить время не буду. Мы потом потестим еще одну игру. Но сейчас вот пришло время нам поговорить, для чего же 192 гига. Для этого мы начнем с того, что делать на этом, можно делать на этом ноуте. Само собой, можно работать с искусственным интеллектом. Это прикольно, это классно. Все, кто знает, как разворачивать локальные модели, они понимают, для чего память. А вы скажете, ну а при чем здесь большая память? А я вам объясню. Большую память используют для RAM-дисков. Для RAM-дисков не только, допустим, для рендеринга, не только для разворачивания искусственного интеллекта, но и в проф-гейминге тоже. Я вам скажу, когда идут какие-то киберсоревновательные моменты, когда идут какие-то выступления, то игру загружают с большими локациями, с большим открытым миром, либо с чем-то еще, загружают обязательно
в памяти. То есть для того, чтобы избежать возможных просадок хотя бы где-то, потому что память это у нас самый быстрый компонент. Можно, кстати, даже в видеокарту установить какую-то экстремальную. Знаете, там ставили ребята, создавали диски даже из памяти видеокарты, но, понимаете, там объемы не те. А здесь ты спокойно можешь 100 гигов выделить под память. Я вам сейчас покажу небольшой такой процесс. Смотрите. Ну, я использую самый простой метод, он не самый быстрый на самом деле. То есть мы можем взять там Passmark OSF Mount, взять и создать новый, давайте, пустой RAM драйв. Используем, например, давайте из гигабайт, наверное, 60 мы туда зададим. Инициализируем Master Boot Record, ну давайте в GPT его и форматнем, например, там в NTFS, он будет чуть побыстрее, либо можно в exFAT. Давайте в exFAT, вообще без разницы. Вы можете просто-напросто создавать, можем его сразу же смонтировать. Создается виртуальный диск, он у нас появился как диск H, пожалуйста, вот он есть, и можем его сразу же открыть в нашем браузере, да, там не в браузере, а в моем компьютере. Вот он, RAM диск, он работает как простой диск, вы можете использовать программное обеспечение, ну, он сейчас динамический, а я что-то его создал на 60 мегабайт, да, а не гигабайт. Молодец. Давайте расширим. И следующим этапом я со своего, допустим, внешнего диска скопирую туда кое-какие файлы. Если посмотреть его размер, то 60 гигов. И мы копируем туда файлы. Я вам объясню. Мы туда копируем. Я записал свой проект в 4К. Это копирует сейчас, кстати, через Type-C с моего внешнего диска, который вот он из него выжимает 1 гигабайт полностью. То есть это очень классный показатель с внешнего диска прямо в память. Почему прямо в память? Объясню. Дело в том, что самая большая проблема, ну в данном случае у нас есть еще 3 диска, 3 Samsung, мы сейчас посмотрим каких и насколько они быстрые. Но самая большая проблема при монтировании 4К проектов это создать многопоточность, которая вам позволит работать с большими файлами. То есть обычно тут даже бывает такое, что там не сильно там влияет быстродействие там самой видеокарты, либо самого там процессора. Они могут обработать это видео, но когда у тебя многопоточный режим видео в 4К, допустим там 2-3 файла, они накладываются друг на друга, то ты начинаешь работать с этими потоками и начинаешь просто-напросто офигевать от того, насколько может это все тормозить. А здесь 4К, 10 бит, я создавал тестовые файлы, и вот здесь вот у нас уже совсем другое дело. Во-первых, монтировать одно само сплошное удовольствие на этом ПК, да, то есть мы там сейчас монтируем 4К, нормальный файлик, при этом это многопоточный файл, он сейчас тут, ну, тут накладки кое-какие идут, там, имеется в виду того, некоторых файлов нет, то есть по факту ты можешь работать с графикой 4К в Adobe Premiere в любом, но я не буду показывать, это все-таки процесс монтирования у нас на рассмотрении какого-то игрового решения. Но это здесь можно делать, и вы должны понимать, для чего RAM Drive здесь создан. Давайте посмотрим по дискам. У нас сейчас есть 3 диска Samsung. То есть это Samsung 2 терабайтные по 2048, пожалуйста. При этом все они NVMe Express, стандарта NVMe Express 1.3. Ну, RAM диск есть у нас еще, да, который тоже это UASP NVMe Express на NVMe Express 2.0. В принципе, очень классно, что это физически разделенные диски, тоже я могу многопоток какой-то реализовывать. Но давайте протестируем, например, сейчас диски на производительность, для того, чтобы мы понимали, какие диски здесь стоят по скорости. Я стартую и будем, кстати, смотреть еще и за охлаждением. Я должен же вам всю правду показать. Будем смотреть, постоянно будет обновляться. Так, ну и тест закончен, это для дисков Samsung, да, мы видим очень хороший показатель, действительно классные, быстрые диски, вопросов нет. Что у нас с RAM диском? RAM диск я вам тоже должен показать, как работает. Давайте стартанем, ну там оценивать температуру не будем. Температура максимально была в пиковом значении буквально на пару секунд 70 градусов, в среднем в рандомном постоянном чтении она показала 61-62 градуса, в среднестатистическом использовании не больше 60 градусов.
градусов. Тут как бы все в порядке. Потому что те, кто разбираются в NVM-дисках и знают, как интерпретировать значение температур, знают, что 70 градусов это не температура при пиковом значении. RAM-диск 7300, но это не самая быстрая реализация RAM-диска, которую я делал. То есть это 7300 мегабайт в секунду. Результаты сами за себя скажут. То есть это быстрее. Именно здесь отличаться будет рандомное чтение, будет отличаться у нас, смотрите, пакетное чтение, пакетная запись. То есть это будет быстрее для работы с большим количеством файлов, для работы с монтажом, для работы с играми, для работы, допустим, с искусственным интеллектом. Это отлично подходит. Хотя с искусственным интеллектом они там чуть по-другому заморачиваются. И смотрим на результаты. Да, на запись вообще 12800 мегабайт в секунду. И это действительно быстро. Если, кстати, объединить в RAID 0, допустим, Samsung, то будет еще быстрее. Кстати, интересный момент. Да? Но есть как есть. То есть я вам показываю информацию того, что здесь внутри у нас зарыто. Говорить о том, что здесь смотреть какое-то кино, о том, что мы там что-то можем. Да, мы можем там с вами посмотреть YouTube и удивиться, что он декодирует абсолютно все. Конечно же, любой 4К ролик будет декодироваться, будет воспроизводиться. Ну, сейчас 720p, включаем 4К. 8К он тоже декодирует, кстати, я так думаю, но я не буду это утверждать. На рекордере могут быть визуальные фризы, на оригинальном экране нет визуальных фризов. Это разница фреймрейт самого рекордера и фреймрейт, допустим, самого компьютера. То есть это абсолютно нормально. То есть в реальности, когда ты смотришь на монитор, фризов нет. Что могу сказать? Мы еще здесь поиграли, конечно же, в Horizon. Я его использую как пример. Ну, меня обычно там просят там, во что-то постреляй, что-то покажи, там типа какие-то гоночки. Да, там, ну, конечно, типично используют Horizon 5. Он неплох для тестирования, вернее Forza Horizon. С DLSS Auto спокойно 170-180 FPS на ультра настроечках мы играли. Никаких вопросов у нас не возникло. Я вам скажу, очень неплохо. Очень неплохо. При этом у нас тут, сейчас я еще покажу одну вам вещь, то есть я на Forza чуть-чуть еще погоняю и покажу вам одну вещь. Дело в том, что, конечно же, как для всех игровых ноутбуков, ну, все, в принципе, с Forza закончили. У нас здесь есть фирменный для Acer Predator Sense, в котором мы можем с вами полностью регулировать и управлять нашим, скажем так, ноутбуком. Есть, конечно же, световые эффекты различные, есть статичные, и можно по области, в принципе, управлять. Можем там, допустим, статический, вот у нас есть эта волна, там, это красиво, при том, что такое Ripple? Вот Ripple не понял, что такое. Ну ладно, давайте. О, вот это красиво. При том, что здесь дополняется клавиатура именно вот этими вот боковыми спецэффектами, да, вот этим вот полосой цветовой. Просто очень-очень красиво. То есть можно поиграться. Да, вот. Ой, кстати, вот это давно не видел такую штуку. Пинг-понг. О, кстати, какой прикольчик. Да, это действительно красиво. Мне нравится. Но обычно, как это называют, там, цыганщиной, любят некоторые люди такое говорить. Мне нравится. Мне нравится, когда оно светится, все сверкает, все хорошо. Здесь есть огромные настройки, классные по работе с GPU. Тут с автоматическим есть режим Optimus. Можно выбрать только GPU от NVIDIA. Управление зарядками. Можно проверить ваш компьютер, отмониторить его, конечно же. Ну и поуправлять звуком. У нас есть еще, конечно же, сетевые модули. Куда же без них? Их мы с вами сейчас обязательно протестируем на, скажем так, на окончание нашего теста. И сделаем, уже пойдем делать выводы. Можем заморочиться. Давайте на наш сервер, чтобы уже понимать, что полностью мы контролируем ситуацию. Это у нас Wi-Fi 5 ГГц. Показывает он у нас на внутренний сервер 1,6 гигабита. Конечно же, на модулях, вернее, на роутерах 320 МГц, 6 ГГц. На Wi-Fi 7 он будет показывать до 2,8 гигабита. Я могу сразу сказать, не больше. Но это неплохо. Если у кого-то есть такие тарифы, здесь даже, смотрите, на выгрузку показывает 1,8. Вот прям суперово, 1,8. Хорошо, вопросов нет. 1842. Супер. Давайте попробуем LAN RJ45. Я категорически не буду. Лисичка, иди сюда, пожалуйста.
я категорически не буду делать тесты на 2,4 ГГц. Возьми, пожалуйста, вот это вот, воткни мне в LAN моего ноутбука сзади. Так, воткнули LAN-порт. Хочу проверить еще LAN-порт. Сейчас подключится он. Все, есть у нас LAN. LAN-порт давайте куда-то на внешний мир попробуем. Куда-нибудь на 10 гигабит. У нас все-таки 10 гигабитная сеть в офисе. Уж 2,5 мы точно должны найти. Давайте. И пошло-поехало 1.2, 1.3, 1.4. Но тут все еще зависит от, конечно же, принимающей и отдающей стороне. На внешнем мире мы знаем, что очень много разных цепочек по пути. Даже то, что у меня 10 гигабит, я суммарно могу с разных провайдеров 10 гигабит собрать. А один прямой поток на 10 гигабит еще поискать надо. Ну, я вам могу сказать, вот видите, мы сейчас видим 2 гигабита на выгрузку. То есть здесь честный 2,5 гигабитный порт. Вопроса вообще нет. То есть по Wi-Fi модулям он очень неплох. Потому что по факту у него стоит, я вам сейчас скажу какой модуль. Давайте. У него стоит Wi-Fi BE 1750 на 320 МГц, Wi-Fi 6, он на BE 200 NGV, конечно же, это киллер. Киллер оптимизирован для создания, скажем так, приоритизации игрового трафика, для управления процессами. В принципе, это те же самые модули, но с классным программным обвесом. Больше мне здесь показывать абсолютно нечего. Мы все прекрасно понимаем, что это за ноутбук, поэтому давайте пойдем и прорезюмируем его. Слушайте, да сколько бы он ни стоил, в качестве выводов скажу, что если вы понимаете, для чего вам эта нужна штука, вы его купите при любом раскладе. Ноут просто шедевральный. Классный, единственное, мне не хватило басистости звука, хотя по сравнению с предыдущими моделями Helios, предаторов, молодцы. Вот Acer молодцы. Они улучшили звук, однозначно он громче, он объемнее. Чуть-чуть басов. Ребята, сделайте басовый какую-то басовую мембрану. Не знаю, ну как вот хочется уже какой-нибудь басовый резонатор. Вот сделайте резонатор, вообще цены не будет. Рекомендую. С вами был Бабл на канале Техносон. Пока.